About 6 kilometers, the distance being 6 kilometers Итак, wide. продолжаем. Вот, перешейк – это 6 километров суши. The idea of a canal would make sense. И вот было бы логично прокопать какой-то канал, соединяющий две стороны. You wouldn't have to carry the boats across. Тогда бы не пришлось носить лодки. You wouldn't have to carry the cargo across. Не нужно было бы перегружать товар. So a canal was envisioned as early as 6 BC. И вот в 6 году до нашей эры придумали вот эту идею канала. And Nero started the canal in the 1st century. Нерон начал копать его в 1 веке AD. нашей. But it's quite an undertaking. Но на самом деле труд очень тяжелый. And so it wasn't finished until 1893. И только в 1983 году закончили копать этот канал. I think it was the British that finally finished it. И вот если я не ошибаюсь, британцы довели его до конца. And you can see that it was a very a deep cut. И вот мы видим, насколько глубоко прокопали в сушу. This is a modern image of it. Это современная фотография этого канала. So it's very narrow. То есть очень узкий. These are some pictures of Corinth. Ну, а вот несколько фотографий Коринфа. It was located at the base of a mountain. Он располагается у подножия горы. The mountain was named Acrocorinth. Гора называлась Акрокоринф. And it was located on a plain. И располагалась, то есть вот Коринф располагался на равнине. And it controlled the traffic east and west. И из города Коринфа контролировали движение как на восток, так и на запад. And north and south. Ну, а также на север и юг. And because this plain where it was located was very infertile, И так как долина, на которой располагался город, была абсолютно неплодоносной, commerce was the main source of the base of the economy. торговля фактически была основанием всей экономики города. Agriculture was very poor. Но что касается агрокультуры и всего остального, это было совсем не развито. So this is just some pictures of Ну, вот Corinth as it is несколько today. фотографий Коринфа на сегодняшний день, как он выглядит. You can see the high mountain, Вот видите эту высокую гору. and notice that there's a temple/fort on top. Сверху вы, возможно, заметили, что там располагается храм, ну и также форт, две функции выполнял. There were also temples at ground level. Также вот в самом городе было несколько храмов. This is a image from another mountain. This is Acrocorinth, and this is Это Corinth вот below. другая фотография с другого ракурса, то есть это гора Акрокоринф, и вот снизу Коринфа. This is some of the excavation at the modern city of Corinth. Это вот некоторые раскопки в современном городе Коринф. This is the marketplace Это рыночная площадь and a temple. и храм. This is the marketplace. Вот опять же рыночная площадь. This is an artist's rendition of what it might have looked like at the time Paul was there. Ну а вот предположение художника того, как, скорее всего, выглядел Коринф, когда туда приходил Павел. It was this would be the agora, Это агора. the central meeting place. Другими словами, вот, ну, рыночная площадь или место собраний. It would have had a temple at one end, С одной стороны там располагался храм, a large plaza, потом, наверное, торговый центр, a speaking platform, потом платформа для говорений, для произнесения речей, government offices, различные структуры управления,
banks. банки. So this would be the bima. Вот это бима, то есть And платформа. this would have been a Roman model. То есть это римская модель построения города. Corinth had been destroyed and then was reestablished as a Roman citizen. I mean, a Roman city. Коринф был разрушен, а потом уже отстроен как римский город. And Rome, when they established the city, had specific things that they did for the city. Ну, а римляне, когда устанавливали города, то они конкретные какие-то вот этапы для города, то есть конкретные структуры для города предусматривали. This is an artist's conception of what a typical Roman marketplace would have looked like. Вот это представление художника о том, как мог бы выглядеть город и рыночная площадь в городе. And it's very much like your marketplaces here. На самом деле очень похоже на наш рынок. And so when Paul came to Rome, Поэтому, to когда Corinth, Павел приходит в Коринф, he worked as a tent maker until he received support. он работает там как человек, который решил палатки, и до момента, когда он получает поддержку. So he would have probably worked in a marketplace like this and sold tents. Скорее всего, вот он вот на такой рыночной площади работал и торговал палатками. But at the same time, he was selling the gospel. Но с другой стороны, вот, в то же время он рассказывал и Евангелие. Let's talk about the people in Corinth. Давайте поговорим немного о людях в Коринфе. I'm sorry. First, let me. Well, this is the stone of grass. Yes, in Romans 16:23 Римлянам 16:23 says, Erastus, the city treasurer, sends you his greetings. говорится: приветствует вас Эрас, городской казнохранитель. And it's thought that Paul was writing that letter from Corinth. И вот мы также знаем, что это послание Павел пишет из Коринфа. This is a picture of what's known as the Erastus stone. Вот это фотография того, что называется камнем Эраста. It was found when they were excavating Corinth. Камни нашли, когда велись раскопки Коринфа. And it says, Erastus, the commissioner of public works, laid this stone. И на нем говорится: этот камень был положен Эрастом, смотрителем за общественными работами. It's not known for sure that this is the same Erastus. Нет доказательств того, что это был вот тот самый Эраст. But the points of connection are very strong. Но определенная связь существует, и она достаточно сильна. Okay, so let's talk about the people. На латыни написано, да? Is this Latin on that stone? What language is that? Latin? I believe it's Latin, yes. It's not. А в gороде на латыни And do they разговаривали? speak Latin in the city or? Yes, probably. More than likely it was Latin Скорее всего, говорили на латыни, because it was a Roman city. потому что римский город. But Greek was the universal language. Но греческий был международным языком. So I'm sure that it was very much a part of that. You had to speak Greek if you were going to do business. Поэтому я думаю, что вот, там было условие, что если ты хочешь быть, то есть проводить какой-то бизнес, какой-то торговлей заниматься, ты просто обязан был говорить на греческом. Okay. The people, Corinth had a long history, but not very glorious. И вот Коринф на самом деле был очень известным городом, но известным в негативном, с негативной точки зрения. There had been people there for 4,000 years. Люди жили в этой местности около 4000 лет. 4,000 BC. Еще с 4000 года до нашей эры. It was a prominent city until the Romans destroyed it in 146. И город был выдающимся, пока римляне не разрушили его в 146 году до нашей эры. There was an anti-Roman uprising, revolution. Там была революция, то есть восстание против римлян. And Mummius destroyed the city. Mummius. И мумии разрушают город.
Then Julius Caesar, 100 years later, Через 100 лет Юлий Цезарь reestablished the city. отстраивает его. And it was reestablished as a Roman colony, Город отстраивается как римская колония, and it was rebuilt on a Roman model. и отстраивается по римской модели. It was at too important of a situation geographically to ever stay a ruin. То есть слишком важно было вот это географическое расположение его, чтобы его не отстроить и оставить в руинах. And it was a highly diverse city culturally. И Коринф был очень разразненным с точки зрения культуры. There were Romans there Там были римляне, because it was a Roman colony. так как это была римская колония. There were Greeks Греки, because it is in Greece. так как этот город располагается в Греции. There were Jewish people. Евреи, The Romans often would bring Jewish people to their cities for the commercial advantage. и вот римляне очень часто евреев привозили в город для того, чтобы развивать свой бизнес. And we'll see later that Paul went to the synagogue in Corinth. Далее мы с вами увидим, что Павел посещал синагогу в Коринфе. That's where he always started if he could find the synagogue. Он всегда начинал именно с синагоги, если мог найти таковую. There were many Egyptians there Там было много египтян, because Egypt was a source of grain for the Romans, потому что для римлян Египет был источником зерна. and there were many Syrians there. И очень много сирийцев было. So, like Odessa Вот как, например, в Одессе. is a very diverse city culturally. Одесса тоже очень разрозненный с точки зрения культуры город. People from Greece, people from Turkey, Там есть люди, там есть и греки, и турки, probably some Syrians. возможно, сирийцы. So, this statement here, this part of the test, И вот это утверждение здесь, которое будет на тесте, is the heading for why this city is culturally diverse and why it's a prominent city. заголовок, почему этот город был настолько разрозненным, почему он был настолько известным. It was a very prominent city because Известным или славным город был потому, что it was the capital of the province of Achaia. он был, во-первых, столицей Акаи, вот этой провинции. Julius Caesar is the one that made it the capital and Юлий made it Цезарь a culture, назначает этот город столицей and made it a colony. и сделает его колонией. It was a commercial hub Также это был коммерческий центр. for the reasons that we've already talked about. Вот по тем причинам, о которых мы уже с вами поговорили. It was an entertainment center. Развлекательный центр. They held the Isthmian games there, Там проходили исмийские игры. and they competed with Athens for prominence. И вот даже с Афинами они соревновались с точки зрения популярности этих игр. In Athens, they had the Olympian Games, В Афинах проходили Олимпийские игры. and it was a very prestigious event. И это событие было достаточно престижным. It's like our Olympian Games. Вот наши, как наши The Олимпийские cities игры. that want to have the Olympic Games, То есть те города, которые хотят провести у себя Олимпийские игры, they want it for the prestige. они хотят вот, быть обладателями Олимпийских игр с точки зрения престижа, который это дает. In 2012, the Euro Cup was played in Poland and Ukraine. В 2012 году Кубок Евро разыгрывался здесь, в Украине и в Польше. And they really wanted that game to come here И мы на самом деле очень хотели, чтобы эти игры проходили у нас, because of the prestige. потому что это престиж. Well, the Olympic Games were always in Athens. Олимпийские игры всегда проходили в Афинах. The Isthmian Games were in Corinth, and they wanted those to be more prominent than the Olympic. Исмийские игры
происходили в Коринфе, и Коринф всегда боролся за то, чтобы их игры стали более популярными, но это так и не произошло. It was a cultural center. Также это был культурный центр. It was Roman colony, but there were a lot of Greeks there. То есть это была римская колония, но там было очень много греков. And the Greeks were focused on philosophy. А греки очень интересовались философией и риторикой. There were many schools of rhetoric Проходило много школ риторики and schools of philosophy there. и школ философии также. And they, again, competed for prominence with the Athenians. И также они соревновались очень часто с афинами и с афинянами относительно своей славы. It was a religious center. Это был религиозный центр. They worshipped Aphrodite, Там поклонялись Афродите, Melkartis, Мелкарту. and Melkartis is the first century version of Melkart, the god of the Tyrians, the Tyre, city of Tyre. И вот Мелкартис или Мелкарт это вот версия первого века покровителя города Тир. They also worshipped Poseidon. Они также поклонялись Посейдону. And in fact, the Isthmian games were dedicated to Poseidon. И вот на самом деле Эсмийские игры, они посвящались Посейдону. It was well known as a sinful city. Город был очень известен как город греха. Statement by one historian about the kind of city that Paul came into contact with. Один из комментариев историков, который говорил о том городе, в который пришел Павел. This is a quote. Это цитата. It was the gross immorality of a city conspicuous for its depravity, even among the depraved cities of a dying heathenism. Wow. Could I just see it? Там это был город большой безнравственности, город известный за свою отделенность, даже отделенный от тех городов, которые умирали от своего развращения, что-то типа того. Okay. The Acrocorinth is about 575 meters high. Гора Акрокоринф высотой примерно 575 meters. 575 метров в высоту. The temple of Aphrodite was on top. И вот наверху этой горы располагался храм Афродите. There were about 1,000 prostitutes there В этом храме или при храме работало около 1000 проституток, who were considered priestesses. которые считались жрицами. And at night, they would come down into the city И вот ночью они спускались в город and encourage men to come and have sex with them in the temple. и вот пытались заинтересовать мужчин в том, чтобы они вернулись с ними в храм и занимались сексом. Athens was known for philosophy. Афины были известны философией, Corinth was famous for venereal disease. а Коринф известен своими венерическими заболеваниями. In fact, it was called the Corinthian disease. Вот более того, настолько это было распространено, что венерические заболевания раньше назывались коринфскими заболеваниями. It was known for its moral corruption. Город был известен своей развратностью. They even had a word for it, Даже слово было такое. a verb. Вот глагол. To Corinthians destai. Corinthians destai. Ну, в общем, It's a Greek word, Corinthians ну, в destai, общем, греческое слово вот, звучит оно так, ну, то есть фактически. is to behave like a Corinthian. Фактически означает вести себя как коринфяне. And to behave like a Corinthian was to be grossly immoral, Ну, а что означало вести себя как коринфяне? То есть быть абсолютно безнравственным человеком. and drunk. И постоянно выпившим.
And anytime a Corinthian was in a Greek play, И вот каждый раз, когда в греческой постановке или в греческом спектакле показывали жителя Коринфа, they were always the grossly immoral person, это всегда был актер, который представлял собой человека безнравственного, or a drunk. ну или пьяницу. If you said to a girl, "You're a Corinthian girl," Если девушке делали комплимент, говорят, ты как коринфянка, it was to say that they were like a prostitute. другими словами, девушку проституткой позвали. Strabo, an early historian, И ранний историк Strabo, Стребов, или что-то в этом роде, he attributed the wealth of Corinth to prostitution. вот, говорил о том, что все богатство Коринфа, которое у них было, вот в основном получалось посредством проституции. Those are the reasons that those 5 things are the reasons that Corinth was a very prominent city. И вот эти 5 причин, которые мы с вами увидели, это вот все те, которые формировали Коринф как славный город, известный город. I'm sorry. Извините, их 6 всего. 6. Но вот мы об этом уже поговорили, потому что это был город греха. In America, Sin City is Las Vegas is Но вы знаете, Sin что City. в Америке город греха это Лас-Вегас. Is there a Sin City in Ukraine? В Украине есть у нас какой-то город греха? Oh, that not any specific one. They're all sinful, but some are more sinful than others. Все грешны, но только какие-то больше, другие меньше, да? I thought there were 6 Right. when I was counting. Thought there were 6. Forgot the names. Sure. Let's talk about the Corinthian church. Давайте поговорим о городе, точнее, о церкви в городе Коринф. At the writing of the letter to Corinth, it was only about a 4-year-old church. Когда Павел писал послание Коринфской церкви, этой церкви было всего лишь 4 года. So the church that I'm a part of was established in 1954. То вот я, допустим, хожу в общину, которая была основана в 1954 году. 61 years. То есть ей сейчас 61 год. The problems that we have are old church problems. Но вот та проблема, которая у нас существует в нашей общине, это проблема старых общин. The problems that Corinth was having Община в Коринфе are young church problems. сталкивалась с проблемой молодых церквей. Young Christians Молодые христиане, trying to overcome for the new creature to be manifested rather than the old creature. пытаются все-таки вот, быть новым творением и превозмочь своего старого человека. Sometimes it's hard to turn your back on that past. Иногда очень сложно отказаться от прошлого. So how old is the church that you're a part of? Но вот ваша община, сколько им лет? 2,5 месяца. 2.5 months. 2.5 months. Well, Young church. 2 years for now. 2 years. Well, about 10 years. 2 years. Okay. You done yet? No. So, About 12 years for the Bожьим. okay. So 13 years. 13. 13 виноградов. Maybe moving past the young church stage. То есть вы уже, вот, некоторые из вас уже переходят в этот возраст молодой церкви. Some leadership coming up. But this church is only 4 years old. То есть у вас уже есть сформированные лидеры и все такое, но вот этой общине 4 года. The leader is coming from church that is 24 years old. 24, wow. Where? 24 года. 24 года. Красноармейск. Krasnoarmeysk. Okay. So,
Paul wrote this letter to this church from Ephesus. We know that from 1 Corinthians 16:8. Мы знаем, что Павел это послание пишет из Ефеса. И мы это знаем в 1 Коринфянам 16:8. 16:8. 16:8. So it was very common for people to cross from what we call Turkey to Greece, across the Aegean. Тогда на том этапе очень просто было попасть из Турции в Грецию по Эгейскому морю. Paul went to Corinth from Athens in about 50 AD. Павел в Коринф идет из Афин около 50 года нашей эры. He preached to Jews and Greeks. В Коринфе он проповедует иудеям и эллинам. He always started with Jews, reaching out to them first. Он начинает с проповедования евреям, то есть к ним он пытается достигнуть. And when they rejected the gospel, he went to the Gentiles. Но если евреи отвергали Евангелие, тогда он общался и с язычниками. He met Priscilla and Aquila, Там он знакомится с Прискилой и Акилой, who were also tent makers, которые также занимались тем, что шили палатки. who had been expelled from Rome by Claudius. И были изгнаны из Рима Клавдием. Claudius was the emperor at the time. На том этапе Клавдий был императором. Most of what I'm talking about now comes from Acts chapter 18. Вот большая часть того, о чем я говорю, это взято из Деяния 18 главы. Но они там не были родом из Рима, они просто пришли из Рима, да? Кто? Ну, Прискила и Акила. Ну, значит, родом были из Рима, просто их выгнали из Рима. Ну, не родом написано. Priscilla and Aquila were, well, here it says that they were from Rome, like originally, but in Bible said that they were from Pontus. That may have been their original place where they came from, but they were expelled from Rome. Ну, возможно, они родились в Понте, но изгнаны они были именно из Рима, пришли из Рима. It's kind of like saying someone was from Turkey, but they lived in another place and were expelled from that place. Но вот это все равно, что сказать, что человек, допустим, из Турции, хотя он родился в Турции, а всю жизнь прожил в другом месте и вот там уехал в это место. They were a native of Pontus, То есть они были вот, родом, родными в Понте, but they had to leave Rome. но все-таки переезжали они из Рима. So, Silas and Timothy arrived from Macedonia with financial support. Сила и Тимофей пришли в Коринф из Македонии, принеся с собой финансовую поддержку. Apparently from the Philippian church. Скорее всего, из церкви Филиппа. And up till that time, Paul had worked as a tent maker. До этого момента Павел работает делателем палаток. But now that he's got financial support, Но вот сейчас уже, когда он получает финансовую поддержку, he continues to work in Corinth он продолжает работать в Коринфе. for about a year and a half. И пробыл там 1,5 года. And after a period of time, the Jews brought charges against him that he was preaching heresy. Через какое-то время иудеи начинают обвинять Павла в ереси. But the charges were dropped, Но and Paul обвинения continued были to preach. сняты, и Павел продолжал проповедовать. Gallio said, "This is a matter for you Jews to take care of. I don't need to be bothered with this." И как звали этого правителя? Галион, да, говорит, что это ваш вопрос, то есть я не буду решать эти вопросы, вы сами разбирайтесь.
So then, after a period of time, Paul leaves for Judea, Через какое-то время Павел отправляется в Иудею, and Aquila and Priscilla accompany him. но Акила и Прискила идут вместе с ним. So on his way back to Judea, По Paul пути в stops in Иудею Ephesus. Павел останавливается в Ефесе. He found it to be a receptive audience. Он видит, что аудитория там воспринимает Apollos was converted, Евангелие, и там обращен Аполлос. and apparently Apollos was a natural leader. И, по всей видимости, Аполлос был от природы лидером. So he sends Apollos back to Corinth because it's a brand new church. И Павел отправляет Аполлоса в Коринф, потому что это новая община. At that point, there are no Christians in Corinth older than a year and a half. На том этапе в Коринфе христиане, ну, самые древние христиане, это вот полуторагодичные. So they needed some leadership. То есть они нуждаются в лидерстве. There might have been some Christians there who had been converted on the day of Pentecost. Возможно, там были некоторые христиане, которые были обращены в день Пятидесятницы. But we don't know that. Но мы с точностью не можем этого сказать. On Paul's third missionary journey, Во время своего третьего миссионерского путешествия he stopped for an extended period in Ephesus. Павел на долгое время останавливается в Ефесе. He was able to be there long enough for all of Asia to hear the gospel. Он достаточно долго там остается, так что вся Азия узнает Евангелие. So while he is in Ephesus, he exchanges correspondence with the church in Corinth. Находясь в Ефесе, Павел переписывается с общиной в Коринфе. 1 Corinthians 5:9. 1 Коринфянам 5:9. He speaks of my first letter. Там он говорит о моем первом письме. Go ahead and read that. И здесь говорится: я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. So Paul wrote to them a letter that we don't have a copy of. То есть получается, что Павел послание туда написал, и это послание не дошло до наших дней. Read 1 Corinthians 7:1. Также 7:1. Здесь говорится: о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщин. Some of the things that Paul addresses in this letter, 1 Corinthians, То есть те вот вопросы, которые поднимает Павел в этом послании, в 1 Коринфянам, were in response to questions that were being asked of him by the Corinthians, были ответом на те вопросы, которые задаются ему коринфянам. because he will use the expression now about. Потому что он пользуется выражением «что касается» или «относительно того, что я писал». In this reference, in 7:1, И вот в этом контексте вот, he specifically mentions the letter that they wrote him. в Коринфянам 7:1 он конкретно говорит о том послании, о том письме, которое они пишут ему. In other places in the letter, he basically says now about. So it's surmised that that's part of the letter that he's responding to. Он говорит, что относительно того. То есть фактически мы видим, что он отвечает на какие-то вопросы, которые были задаваемы. Okay, go ahead and read 16-17. Также 16-17, где говорится: «И я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаита. Они восполнили для меня отсутствие ваше». Apparently, Stephanos and Fortunatus По всей видимости, Стефан и Фортунат brought that letter referenced in chapter 7 были to теми, him. кто принесли вот это писание, вот это письмо, которое
о котором мы читали в 7 главе, и они передали его. And then he sends back to them this letter that we're studying. И вот послание, которое мы с вами изучаем, он уже пишет в ответ на то письмо, которое получил. And then, as we've already said, while Paul was in Ephesus, he received aid from Corinth. И как мы уже говорили, что вот в Ефесе, находясь, Павел получает помощь от коринфян. He passes on his way back through Corinth, По пути обратно в Иудею он проходит через Коринф. on his way to Judea. And we know from 2 Corinthians that part of the reason was to pick up a contribution for the saints in Judea. И из 2 Коринфянам мы узнаем, что он проходит через Коринф, чтобы забрать вот ту помощь, которую коринфяне собрали для иудеев. So there's a lot of communication back and forth, То есть мы видим, что происходит активное общение в этой церкви, which is necessary because it's a young church. что является очень важным и необходимым, потому что церковь молодая. So let's talk about this letter. Давайте поговорим об этом послании. First of all, it was not the first Ну, letter. во-первых, как мы с вами уже видели, это не было первым письмом Павла. It's the first letter we have possessed. Это первое послание, которое дошло до наших дней. It's usually dated at 55, Написано оно около 55 года нашей эры, то есть традиционно мы считаем. and I think that's on the text. И I если probably я should make не it. ошибаюсь, то, скорее всего, этот текст должен быть желтым, потому что это будет на тесте. It is. We know that the date, based on the date of Gallio, И мы знаем, вот, датируем это послание, исходя от времени правления Галиона. we know from history and archaeology that he served as a proconsul from 51 to 53. Мы из истории, из археологии узнаем, что он был проконсулом с 51 по 53 год. There's a temple. 50-53. There is an inscription in the Delphi temple В Дельфийском храме есть надпись, that dates his presence there as 51. которая датирует вот, присутствие Галиона там в 51 году. And this letter was written after the 18 months that Paul spent in Corinth, А это послание написано после 18 месяцев, которые Павел проводит в Коринфе, and after he left for Ephesus. после того, как он уходит в Ефес, He went to Judea and then to Antioch, в Иудею, потом Антиохию, and then the third missionary journey. а потом третье миссионерское путешествие. And after he had been in Ephesus for a little while. И уже после того, как он пробыл в Ефесе достаточно долгое время. And for all of those reasons, И по всем этим причинам, those periods of time эти отрывки времени, after 50, после 50 года, the generally agreed date is 55. в основном вот соглашаются на дате 55 год. And it's based on all of these periods of times as you add them up together. Исходя из всех вот этих отрывков времени, которые, если их сложить вместе, получается примерно 55. And he says he authored it. И он также говорит, что он является автором. He says, I am the author. Он говорит, я автор. So the author is Paul. Итак, автор у нас Павел. One of the values of the First Corinthian letters is that
that very few people question whether or not Paul wrote it. Вот одна из прелестей первого послания Коринфянам в том, что практически никто не сомневается в авторстве Павла. And so you can use the language that's in 1 Corinthians and compare it to those where there are questions. И поэтому можно вот язык первого Коринфянам брать и сравнивать с теми посланиями, которые являются спорными. And if there's a convergence, then you can see that Paul wrote that other letter that's questioned. И вот если есть определенное сходство, значит можно сказать, что и другое послание, которое ставится под сомнению, было приписано Павлу. For the sake of time, I'm not, since very few people argue whether or not Paul wrote this, I'm not going to spend a lot of time with it. Исходя из того, что практически никто не спорит относительно того, был ли Павел автором или нет, мы не будем много об этом говорить. The external evidence is very strong Также for Paul's внешние authorship. доказательства являются очень сильными относительно авторства Павла. I'm not going to go over that. Опять же, я это не буду обсуждать. If you want that information, we'll talk privately. Если вас интересует какая-то дополнительная информация о том, что мне подойти отдельно. The internal evidence is also very strong. Что касается внутренних доказательств, они тоже очень сильны. Has to do with style and language, Вот касается и стиля, и языка, subject matter, также темы. but the bottom line is Paul said, I wrote it. Но суть, в принципе, в том, что сам Павел говорит, что я Павел автор. Sorry. So that is the introduction to the book. Вот, собственно, вот вступление послания. Are there questions about that? Вопросы есть? А сколько месяцев между, ну, или сколько прошло времени между первым и вторым Коринфянам? What was like the time frame between first letter, first Corinthians and second Corinthians? Just maybe a year, maybe two. Вот год-два максимум. Because Paul was in Ephesus for about 3 years. Потому что Павел проводит в Ефесе примерно 3 года. And he wrote the letter to 2 Corinthians, И the он 2 Corinthians пишет letter, второе послание Коринфянам before he went to Corinth to collect that того, contribution. как вернулся в Коринф, чтобы забрать это подаяние. So at the most, То есть 3 years. максимум 3 года. Ну, от года до 3, да? So years up to 3 years, like in this time frame, right? Yes, between No less than a year, no more than 3. right. Да, не меньше года, не более 3. So 57 maybe Так что вот at the 57 outside. год, ну, где-то так. Okay. 7 месяцев никак не получается. But it's not 7 months. It could have been. Может быть, 7. I don't know that there's a way to tie that down. Я не уверен, что можно доказать какую-то конкретную цифру. Okay. So. It could have been either by seaboard or around by land. Right. And I can't remember the route. You went around that way. Yeah. Все зависит от маршрута, как доставлялось письмо. То есть можно и по морю, можно и по суше доставить, а от этого зависит время. Okay, so we'll go to lesson 2. Итак, второе. Lesson 2 deals with the introduction to the book. Второй урок касается вступления в книгу. So we'll get into the text. То есть мы с вами познакомимся уже непосредственно с текстом. I'm going to try to keep you up with my outline. Я постараюсь помочь вам следовать моему плану. So we are in part 1 of the book. Мы с вами находимся в первой части книги. And I think there are 2 parts. И если я не ошибаюсь, вот эта часть делится на 2. Let me see, make sure. Telling you the truth.
Amen. Yeah. So, we're going to start by reading the text, Мы с вами начнем с прочтения текста. and I'll start with Yuri. Начнем с Юрия. Yuri, if you will, read verses 1 and 2 in a moment. Юрий, прочитайте, пожалуйста, 1-2 стихи. Before we start with the text, does anyone have any objection to the ladies in here reading the text? Ну вот, я не буду переводить этот вопрос, но вообще вопрос такой. То есть, если кто-нибудь против, чтобы мы, женщины, принимали участие в чтении или нет? А если против, они не будут? Yeah, if there's an objection. Если вы против, если прям совесть ваша будет вас Не, я не против, просто не против. You can hit him. так, а ну, у тебя есть полное право кого-нибудь стукнуть. Если вдруг что. Okay. Не So, против, я бы спросил. Yuri, Возможно? verses 1 and 2. 1-2 стихи. Павел, волею Божией, призванный апостол Иисуса Христа и совсем брат Церкви Божьей, находившийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Okay, this is called the salutation, Это приветствие. and it follows the normal pattern of a Greek letter. Это вот фактически стандартное написание греческого письма. It starts with the author, Начинается с авторства, who is Paul, которым является Павел. and it says he is an apostle. И он говорит также, что он является апостолом. But more than that, he is a called apostle. Но более того, он говорит о том, что он призванный апостол. Now, in the Russian is very much like Greek. It is an inflected language. Но вот русский язык очень похож на греческий в том, что Inflected means the endings carry with it. это язык, в котором очень большую роль играет окончание. Sometimes, because English is not that way, Исходя из того, что английский язык не таков, if I was teaching an English audience, I would need to make an emphasis that преподавая бы американцам для англичан, мне пришлось бы отдельно говорить, that Paul is not just called an apostle, he is a called apostle. о том, что не просто вот Павел призван апостолом, а что он является конкретным призванным апостолом. If I start trying to explain something that's a problem because it's English, Но вот если я начинаю рассказывать вам что-то, что является проблемой именно с точки зрения английского перевода, and it's very clear in но Russian, на русском все ясно и понятно, you can stop me можете меня остановить. and we'll move on. И мы тогда просто продолжим. But what he's saying here is that Paul is a called apostle. Но здесь Павел говорит о том, что он является призванным апостолом. You recall, have you had minor prophets? У вас уже были малые пророки, да? Проходили в этом. Okay, remember that Amos Вот если вы помните, Амос, was told, you go back to the south, they'll pay you there. то есть там говорится ему, что иди на юг, там тебе заплатят или что-то. And what was his response? И вот что он отвечает? He said, I was a herder of goats, Говорит, что я был пастухом овец. and I tended sycamore fig trees, И вот я сидел при дереве сикамора. and I was called by God to be here. И я был призванным Богом, чтобы быть здесь. I'm not doing this because for money. Я это не ради денег делаю. When I go back to Judea, Когда я вернусь в Иудею, I'm going to tend goats я снова буду пасти and figs овец. And what? and figs. И, ну, Надо начать фиги. я понимаю, просто не пойму, зачем здесь пасти овец И собираться. и собирать смогу. Okay, what he's saying is, I have come to you. Amos was saying,
have Амос come to you говорит о том, что я пришел к вам, because God called me. потому что Бог меня призвал. That's what Paul is saying here. Павел здесь говорит то же самое. If it weren't for God's activity in my life, I Если would бы not be не doing what I'm Господь, doing. то я бы не делал то, что делаю. So that's what he means by a called И apostle. вот это он имеет в виду, когда говорит, что он призванный апостол. He is preaching and teaching because of God's activity in his life. Он проповедует и учит, исходя из того, что Господь сделал в его жизни. And his associate И вот его сотрудники, is Sosthenes. в этом случае мы видим это со сменой. Very seldom was Paul by himself. То есть очень редко мы видим, как Павел находится сам по себе, один. He is so prominent, we tend to think of him as a by himself. Вот он настолько известен, что очень часто мы думаем, что вот он сам по себе всегда был. He had someone like Silas, Но мы не замечаем того, что всегда с ним находится либо Сила, Timothy, Тимофей, Luke, Лука, Sosthenes. Сосфен. In excuse me, Acts chapter 18, verse 17 В Деяниях 18-17 mentions Sosthenes as a ruler of the synagogue. говорится о Сосфене как о правителе или начальнике синагоги. And he was beaten after Paul's trial. И вот после суда над Павлом бьют именно Сосфена. We don't know if it's the same Sosthenes. Мы не знаем, тот же это Сосфен или нет, It's an interesting coincidence но that вот просто интересное совпадение, Paul has this man with him что этот человек вместе с Павлом, who is from Corinth, он тоже из Коринфа. and there is a Sosthenes mentioned in Acts chapter 18. И в Деяниях мы читаем про некого Сосфена в 18 главе. So let's talk about the recipients of the letter. Давайте поговорим о восприятии письма. Юрий, пожалуйста, verses 3 through 7. С 3 по 7 стихи вы читайте, пожалуйста. I'm sorry, I'm looking at the wrong book. Just a moment. 3 through 10. С 3 по 10. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, с которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Все. Okay. I should have said 3 through 9. Я собирался сказать 3 по 9, но ничего. First of all, this is the assembly, Во-первых, это собрание, the church. то есть церковь, которая получается. And the word that's used there is ecclesia. И вот там используется слово «экклесия». The assembly of God's people, the called out ones. Это собрание людей Божьих, призванных. Familiar with ecclesia. Вот вы знаете, что такое экклесия, вы сталкивались с этим словом, правда? Okay. This is the assembly of God. It's the assembly that belongs to God. Это собрание Божье, это собрание, которое принадлежит Богу. He is the possessor, the owner. И Он тот, кто владеет, Он владелец. These are the ones who are set apart. То есть это люди избранные или отделенные. It's in Corinth. Происходит действие в Коринфе. So this is a letter to a specific То есть это Local послание congregation. конкретной поместной общине. It is God's way of communicating the gospel to the world in И вот Corinth. это Божий способ передачи Евангелия в Коринфе.
And I want to emphasize that it is taught to a local church because he's talking about how a local body of Christians should function. И вот я бы хотела поставить ударение о том, что это послание какой-то поместной общине, потому что здесь он говорит о том, как местная община должна функционировать. These are people who have been sanctified. Это люди, которые освящены, Therefore, they are called saints. ну и поэтому называются святыми. You know that the word holy, Вы, наверное, знаете, что слово «святой» или sanctified, «освященный» and saints и «святые» all come from the same Greek root, все эти слова от одного греческого корня hagios. «хагиос». They are part of a universal body of И они Christians. являются частью вселенского братства христиан. He says, with all who in every place Он говорит, что со всеми на всяком месте, call on the name of Jesus. всяким призывающим имя Иисуса. The focus is on Jesus Christ. И мы внимание обращаем на Иисуса Христа. Throughout Paul's letters, that is the focus. На протяжении всех посланий Павла это наш главный фокус. Jesus Christ is central to the church. Иисус Христос является центром общины церкви. Paul will say, I will preach. I'm going to badly mess that up. Paraphrase. Okay, we'll stop there. Давайте на этом мы закончим.